мы начинаем круглый стол, который открывает дискуссионную программу «Турбулентность», приуроченную к одноименному конкурсу. Конкурс был проведен некоторое время назад, и произведения его победителей представлены сейчас на ярмарке. Вы можете в пространстве гостиного двора их обнаружить. И я искренне рекомендую вам обратить на них внимание, на проекты Алексея Таруца, Полины Канец и Екатерины Муромцевой. Они действительно вау, производят впечатление, отличные художественные высказывания. Круглый стол организован CCA, Cultural Creative Agency, и давайте поблагодарим агентство за эту возможность встретиться и поговорить о явлении, вынесенном в название программы. Согласно общей драматургии программы, наша встреча подразумевает обрисовывание такого понятийного, что ли, поля этого явления в диапазоне от естественно-научных областей знания до философии и истории искусства. И я уверен, нас ждет невероятно интересная и содержательная беседа, особенно ввиду участников мероприятия. И быть в такой компании для меня настоящий комплимент. Спасибо большое за ваше время. Позвольте мне их представить. Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией в отделении теоретической физики Физического института имени Лебедева Российской академии наук. Елена Петровская, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник, руководитель сектора эстетики Института философии Российской академии наук. И Лера Конончук, культуролог, автор и переводчик текстов о современном искусстве, редактор веб-зина о современном искусстве и философии «Спектейт». Лера, можно ли добавить кураторка художественного коллектива отдел практической аффектологии? Вот, Лера, рад вас видеть. Несколько слов о регламенте нашей встречи. Каждый из участников сделает небольшое выступление на заявленную тему. Прошу прощения. После каждого выступления могут последовать вопросы со стороны собеседников или из зала, и если, конечно, таковые появятся. Они могут быть озвучены после всех выступлений, когда мы как раз и ожидаем более открытую и диалоговую форму для нашего разговора. Сегодня мы регулярно встречаем утверждения. Сегодня мы регулярно встречаем утверждения, что мы живем в турбулентном мире. То есть в мире неустойчивом, хаотическом, спонтанном, неопределенном. Ввиду недавних экстремальных обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, в мире, охваченном и паникой, и некоторым смятением, эти качества состояния этого мира должны были стать еще более интенсивными. Это справедливо. Я хочу задать вопрос Алексею и передать, собственно, ему слово. Справедливо ли ставить знак равенства между турбулентностью и этим набором характеристик, этим набором качеств? И как естественные науки сегодня описывают явление турбулентности? Здрасте. Спасибо всем, кто пришел. Тема сегодня совершенно чудесная и совершенно вызывающая. Турбулентность – это, по-видимому, самый большой прокол за последние 80 лет или больше. Мы занимаемся ею изо всех сил. Мы толком не знаем, что это такое. Она окружает нас абсолютно повсюду. В чашке, в воде, текущей из крана, в чашке воды, где угодно, под крыльями самолета, в атмосфере и так далее, и так далее. Но мы, правда, лучше знаем, как тело падает на черную дыру, как там останавливается
время, как летают планеты на дальних окраинах Солнечной системы и сколько планет у каких звезд. Нам гораздо легче по неизвестным причинам что-то далекое или наоборот что-то страшно сложное. Мы знаем, что внутри атома, мы знаем, что внутри атомного ядра, мы знаем, как извлечь оттуда энергию. И при всем этом знании, и современном теоретическом, и имеющихся самых разнообразных сейчас экспериментальных средствах, мы в общем разводим руками перед явлением турбулентности. Это правда довольно хитрая штука. Она состоит, в том, что это бурлит, если сказать по-простому. Почему бурлит? Вот жидкость или газ течет спокойно, обтекает какое-то препятствие. Это случается постоянно. Знаете, там дует ветер, между домов, гор летают самолеты, течет вода и так далее. И вдруг что-то меняется, немножко прибавляется скорость, немножко меняется вязкость, и начинается бурление. Свойства радикально меняются. Спортсмены хорошо знают в разных видах спорта, каким образом можно закрутить мяч так, чтобы он вызывал, его поверхностном слое вызывал турбулентность, и она влияла бы на его движение. Как обмануть вратаря, того, кто ловит этот мяч, попасть куда надо и так далее. Это сложность турбулентности в том, что в ней, она страшно интересная, потому что в ней очень много всего, в ней много всего сразу. Конечно, в первую очередь все, что происходит в мире, происходит из-за потоков энергии, и это энергия. Смотрите, если я просто брошу что-то, и это остановится, то куда делась энергия движения? Энергия движения делалась в тепло. И это вот как раз нам совершенно понятно. Мы отлично знаем, как движутся молекулы, отлично знаем, каким образом движение этих молекул проявляется через температуру. Турбулентность – это рассеяние энергии задолго до уровня молекул. И это самое сложное. Вроде бы одна и та же жидкость, какие-то крупные или очень крупные, или гигантские агломерации этих молекул ведут себя как целое, как непрерывная среда. Но энергия дробится. Сначала она принадлежит всему потоку, затем в нем начинают образовываться вихри, затем эти вихри при развитой турбулентности очень быстро делятся, примерно пополам или на несколько, те делятся еще на несколько, и это и называется бурление. С одной стороны, при этом энергия переходит, энергия, с которой вы накачиваете жидкость, в трубу, она уходит вглубь, но она, прежде чем дойти до тепла, до движения совсем хаотического движения молекул, она делает все эти выкрутасы, которые и воспринимаются как бурление, которое в большинстве случаев мешает, иногда помогает. Там есть тонкости, когда поверхностный слой вовлекает соседнюю жидкость, и сопротивление может даже уменьшаться. Из-за этого управление турбулентностью – это то, чего нам очень бы хотелось достичь, но она совершенно не дается в руки. Значит, есть поток энергии от больших масштабов к малым – это раз. Вроде бы это можно как-то понять, есть даже знаменитый, замечательный, один из немногих точных законов, он принадлежит Колмогорову, закон минус 5 третей. Там кое-что зависит от кое-чего, в этом бурлении как степень минус 5 третей, довольно универсальное соотношение. Люди страшно радуются, когда есть точная формула, к сожалению, она примерно одна. С другой стороны, в какой-то момент это движение энергии вглубь материи прекращается, и начинается обратный поток, и это какая-то метафорическая, по-моему, вполне вещь. Как только у вас энергия перестает проходить насквозь и где-то застревает, там начинают образовываться структуры. И эти структуры, с одной стороны, выглядят как штука хаотическая, а с другой стороны, в них, несомненно, есть порядок. Вот здесь, по-видимому, лежит вообще камень преткновения. Мы даже, честно говоря, плохо понимаем, в каких терминах нам нужно это описывать. История старая. Да, конечно, жидкость состоит из маленьких частиц, там какие-то молекулы. Мы не собираемся следить за каждой молекулой, это вообще не в наших силах, это невозможно. Мы должны представлять жидкость как сплошную среду. Но как объяснить, следя за каждым кусочком этой среды, каким-то образом возникают вихри большого масштаба, возникают вихри меньшего масштаба? Они взрываются, срываются. Потом турбулентность иногда затихает, то, что называется, как по-русски сказать, intermittency, перемежаемость, да? Перемежаемость. То у вас все немножко притихло,
И вы думаете, ну отлично, все, ничего не бурлит. Вдруг она снова вспыхивает, потом она снова затихает, и снова вспыхивает развитая турбулентность. Это странно, понимаете? Все на свете имеет причину. В принципе, за каждым кусочком этой самой движущейся жидкости можно было бы проследить. Это не в силах даже самого мощного компьютера, это в силах только самих этих кусочков жидкости. И дальше выясняется, что они начинают вести себя, с одной стороны, хаотическим, взрывным образом, с другой стороны, это не полный хаос. Вот это удивительное соотношение. Вот эти вот возникающие завихренности и другие явления в турбулентности – это не полный хаос. Полный хаос – это молекулярный хаос. Вот молекулы толкают вас со всех сторон одновременно в воздухе. Поэтому, если тепло ушло туда, получить его обратно там, в виде какого-то целенаправленного движения крайне сложно. Коэффициент полезного действия у паровоза, поэтому бесконечно низкий и у любой тепловой машины. И этим управляет энтропия. Это до этого. Явления срываются во что-то подобное хаосу, демонстрируя при этом корреляции и структуры. Вот он не бесструктурный, этот поток, который там бурлит. В нем можно найти связи между вещами, можно измерять скорость и здесь, и увидеть, что между ними есть корреляция. Корреляция вообще такая штука, мы прибегаем к корреляциям всегда, когда не понимаем причины. Ну, потому что если сказать, что одно есть причина другого, А есть причина Б, Б есть причина А, или оба они есть следствие какой-то другой причины, мы этого правда не знаем. Но мы измеряем в турбулентности некоторые соотношения и видим, что она устраивает сама себя устраивает вот таким псевдорегулярным образом, прикидываясь при том, что она является хаотической. При этом она делает еще одну довольно забавную вещь. Вообще она архетипична. Вот мы сегодня искусство привлекаем к тому, чтобы поговорить об этом, и слава богу, потому что разговор внутри самой науки, в общем, довольно специальный, довольно скучный, и, повторюсь, прогресс есть, но никакого радикального понимания у нас единой теории у нас нет, у нас есть наблюдение здесь, наблюдение там, наблюдение там, наблюдение там. Так вот, я хотел сказать, что турбулентность, которую каждый может организовать у себя дома, а может даже не организовывать, она сама получится. Она демонстрирует архетипические черты, прямо архетипические. Кто-нибудь, кто квалифицированнее меня, скажет, можно ли это приложить к обществу, к искусству и так далее, но к огромному количеству сложных, нелинейных проблем в природе вокруг нас это приложимы некоторые общие закономерности непонятного нам происхождения. Мы видим, что есть общие вещи, которые проявляют себя в совершенно разных вещах. Например, вот срыв системы в хаос, константы Фейгенбаума, удвоение цикла. Вот что-то скачет между двумя возможными состояниями, вот так вот себя хаотически ведет. Вы добавляете газку и начинаете скакать между 4 состояниями. Вы еще добавляете газку, увеличиваете там плотность потока, начинает скакать между 8 случайным образом. После этого вдруг в какой-то момент вы еще добавляете, и вот это универсальное свойство. И все срывается в нечто хаотическое. Турбулентность и это тоже делает. С одной стороны она хаотическая, с другой стороны вы видите в ней порядок. И она архетипична в том еще, что она нарушает симметрию. Нарушение симметрии, все профессионалы говорят симметрию, хотя большинство обычных людей, как я слышу, говорят симметрия. Вы как? Вы за симметрию или за симметрию? Симметрию? Ну вот, а я буду говорить симметрию, потому что я так выучился. Значит, но это то же самое, абсолютно то же самое, никакой разницы. Значит, она нарушает симметрию. Несложно организовать там варианты движения, я не буду слишком сильно размахивать руками, когда сначала у вас есть симметрия, одинаковость и по какому-то направлению, и по вращению. Затем вы добавляете скорость в жидкости, и она сама, вы ничего не меняете в системе. Вы запускаете жидкость туда же, где она текла совершенно ровно и одинаково. И эта одинаковость теряется. Она сама внутри себя начинает нарушать симметрию. Выбирает для себя менее симметричное, более рваное, более дерганное состояние. Вы еще, и это, скажем, вот в цилиндре, когда у вас между 2 цилиндрами жидкость крутится, вот так вот. В следующий раз надо будет принести опытный образец. Вот. Значит, она вот так вот крутится между 2 концентрическими цилиндрами. Ну, такая чашка в чашке. Не знаю, есть ли дома у кого-нибудь такой предмет. Вот. Вино вроде не так.
воздухом наполняет, в чем-то другом. Вот, значит, сначала все одинаково. Потом она решает, что вдоль этого, сама решает, что вдоль этого цилиндра ей не хочется быть одинаковой. Она перестает быть одинаковой. Она перестает соблюдать симметрию внешних условий. Она внутри себя организуется каким-то ей желанным образом. Вы добавляете, при этом остается вращательная симметрия. По кругу все одинаково. Вы добавляете еще, и она и тут начиная с некого критического значения, сейчас скажу чего, она начинает и здесь нарушать вращательную симметрию. По разным направлениям она ведет себя то так, то эдак, то эдак. Вы еще добавляете, сейчас скажу чего, и она начинает вести себя еще более дерганно. Значит, вот некоторые характерные свойства турбулентности, это в том числе нарушение симметрии. В симметричных условиях система сама выбирает несимметричное, нарушающее поведение. Технически, турбулентность управляется, просто слово, которое на слуху, оно всегда с турбулентностью управляет, то, что называют числом Рейнольдса. Число Рейнольдса – это просто безразмерное число, когда оно большое, начиная с 1000 и там до 10 тысяч, ну почти всегда у вас что-то турбулентное. Устроено оно так. Это там что-то на что-то делится. В знаменателе вязкость. Значит, чем меньше вязкость, чем меньше жидкость цепляется за соседние слои, тем быстрее у вас течение ее срывается в турбулентность. И вот есть критические числа Рейнольдса, которые мы, позор, вообще не умеем предсказывать. Это такая наука, где куча наблюдений, лаборатории по всему миру интересуются тем, как что устроено. Есть масса подтверждаемых, воспроизводимых экспериментальных фактов, а есть соседние факты, немножко не противоречия, но просто немножко про другое, немножко другое. Они все говорят, что есть критические значения, при которых что-то начинает происходить. Значит, просто беда состоит в том, что наше понимание этих критических значений никак откуда не выводится. Мы просто смотрим, знаете, 300 лет назад мы узнали, как летают все планеты в Солнечной системе. Еще до этого Кеплер выяснил, что они точно летают по эллипсам. Но как течет жидкость в нашем доме, мы до сих пор плохо понимаем. Мы знаем, когда тело упадет на черную дыру, какое, и когда столкнутся какая Земля с каким астероидом. Но мы не знаем, строго говоря, какая жидкость в каком трубопроводе или где вдруг начнет вести себя турбулентно. Она это делает, мы вынуждены с этим смиряться, и мы ходим с разных сторон, разглядывая это явление, и в общем, у меня нет большого оптимизма насчет того, что вдруг сейчас появится всеобъемлющая теория. Понимаете, нет даже единого направления и терминов, в которых это можно было описывать. Это совершенно удивительная ситуация. Алексей, прошу прощения, а можно я да. как раз... Я, собственно, заканчиваю. Я хотел закончить на грустной ноте и передать слово кому-нибудь, кто будет более оптимистичен, чем я. Я хотел вас спросить еще, на самом деле, об одной вещи, но... Да, конечно, ну все, пожалуйста. Значит, я хотел, собственно, закончить на этой пессимистичной ноте, потому что мы так и останемся жить с очень простой вещью рядом с нами, про которую мы очень плохо что понимаем, потому что она очень сложная, в ней сразу много всего. Наших возможностей, по-видимому, не хватает, как-то радикально не хватает для того, чтобы взяться за нужное место. Спасибо. Я, знаете, что хотел у вас спросить. Кажется, что тот познавательный вектор, который вы сейчас задаете, я имею в виду то, как ученые сейчас продвигаются в нашем понимании турбулентности этого явления, касается или обусловлен определенными интуициями или какими-то знаками, которые ученым позволяют, которые ученые интерпретируют как интерпретируют в следующем ключе, что вот есть что-то, что нам пока неизвестно и к чему мы должны прийти. А может ли так оказаться, что эти знаки мнимые? И в итоге то, что сейчас формирует какой-то, являются основным мнением об этом явлении, может быть, предпосылками для дальнейших открытий, в итоге не подтвердятся? Нет, смотрите, тут какая картина. Тут как раз все... Почему это совсем позор и вызов? Потому что в этой жидкости ничего нет. У нее нет ни свободы воли. Это даже не квантовая механика, где есть глубоко встроенная внутренняя вероятность. В принципе, там все предсказуемо. У нас почему-то нету средств для того, чтобы
для того, чтобы с правильной стороны взяться за описание, когда в детерминированной системе, где все предсказано, вдруг начинается что-то, что частично выглядит как недетерминированное. Мы не изобрели вот этого. Мы смотрим на систему, в которой физически все понятно. Сама себя эта система полностью обслуживает. Она точно знает, когда она сорвется в турбулентность. Нашего понимания, как организовать бесконечное, почти бесконечное число переменных в ней, нашего понимания не хватает. Мы не знаем, что нужно выделить и как с этим оперировать из того, что есть. То есть вот перед вами что-то разложено, огромное количество деталей, и вы как ребенок не знаете, за что взяться, у вас не получается собрать никакую игрушку. Вот мы примерно в таком состоянии, хотя ясно, из чего она должна быть собрана, а потом каким-то образом она собирает сама, ребеночек засыпает, просыпается утром, а она собралась сама. Он пытается сделать это сам, и ничего не получается. У нас почему-то нету когнитивных, как бы это сказать, даже средств для того, чтобы ухватить, ну я чуть утрирую, там много чего делается, но в общем нам прям трудно ухватить главное, что там происходит. Вот мы не знаем, вот спасибо за ваш вопрос, я наконец понял, как нужно на него было ответить коротко. Мы не знаем, что там главное. А ваша интуиция что подсказывает, когда ученые с этим явлением разберутся? Может ли это привести к тому, что фундаментальным образом перестроится наше понимание реальности того мира, в котором мы живем? Нет, мира нет, а мозгов да, и техники да. Потому что если бы вдруг срыв струи, кручение у поверхностного слоя и всякие подобные вещи были бы в нашем точном и полном и хорошем контроле, ну, наша техника вокруг нас немножко бы изменилась. Можно поискать, есть какая-то идея какого-то летательного аппарата, вертолета на турбулентности, еще чего-то. В общем, сложным явлением было бы очень классно, но единственное, что совершенно непонятно как. Это... Понимаете, при этом это не то, чтобы это совсем фундаментальный мир. Нам про эти молекулы все, черт возьми, известно. Это вопрос поведения. Это вопрос того, что организованные в большом количестве степени свободы начинают вести себя каким-то образом довольно своенравным. Это вопрос не структуры устройства материи, а вопрос поведения. Я хотел бы передать слово, Лен, вам и обратить внимание, друзья, ваше внимание на то, что напомнить, что явление турбулентности, это вихревая турбулентность в нашем разговоре, в принципе, выступает и как многоуровневая метафора нашей реальности, действительно, в целом, того мира, в котором мы живем. И, Лен, я хочу спросить, скажите, пожалуйста, для философии, что в этом явлении является или может быть важным, как вы на него смотрите? Да, спасибо большое. Во-первых, я хочу поблагодарить Алексея, вас, Алексей, за прекрасное выступление, что снимает с меня необходимость пересказывать неловко, поскольку я физиком не являюсь, некоторые, по крайней мере, положения знаменитой книги Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса». И вот когда другой Алексей спрашивает, что важно для представителей другой дисциплины, я должна вам сказать, что мы не существуем, все мы и представители другой дисциплины, мы не существуем в безвоздушном пространстве. И понятно, что сегодня степень интегрированности различных областей знаний очень высокая. И я хочу сказать, что плох тот философ, который будет использовать турбуленцию в качестве метафоры. Хотя с этим разбираться трудно. У меня на самом деле был вопрос к Алексею. Вы сказали о нарушении симметрии, а я бы хотела вас спросить про те, ну, условно, это мое выражение, может быть, не так пишет об этом Пригожин, вот про те повторяющиеся паттерны или узоры, которые демонстрируют, например, уравнение Белоусова-Жаботинского, или, например, колонии живых организмов, которые собираются вокруг одной клетки при определенных условиях, и это повторяющиеся процессы. Вот это был бы мой вопрос к вам, но, может быть, потом мы к этому еще вернемся. То есть, на самом деле, мне кажется, ключевое слово здесь – это повтор.
Повтор, повторение, слово, которое, конечно, интересует философов. Но я также позволю себе все-таки вернуться к некоторым сюжетам, которые прозвучали в выступлении Алексея, потому что они важны. И вот в упомянутой мной книге Пригожина турбулентность фактически упоминается очень конкретно, применительно к теории течений, о чем вы уже здесь говорили. Имеется в виду, что до определенного момента слои жидкости не смешиваются между собой, а потом в какой-то конкретный момент начинается, как вы прекрасно здесь все это описали, вихреобразное движение. И вот это как раз в теории течений, в гидродинамике называется турбулентностью. Вот это такое конкретное определение. Ну, что можно тут еще сказать? По ходу дела Пригожин вспоминает давнишний философский термин, который связан с творчеством Лукреции. Ну, все знают клиномен. Мы помним, согласно древним атомистам, Демокриту в первую очередь, мы помним о том, что движение атомов представляется как упорядоченное в том отношении, что, согласно их представлениям, атомы движутся по определенным траекториям. И вдруг в какой-то момент происходит отклонение атомов от приписанной траектории движения, так называемый клиномен. И, между прочим, Лукрецию очень критиковали за то, что этот клиномен ничего не объясняет. Наступает хаотическое состояние, и из этого состояния возникает мир. Но современные физики, Пригожин в частности, возвращается к понятию клиномена и говорит о том, что, может быть, такой способ осмысления окажется сегодня востребованным и полезным. Клиномен – это то, что нам достается от древних. Еще одну вещь, которую я хотела бы упомянуть, о которой не говорил Алексей, но подразумевал ее, это бифуркация. Это тот момент, когда система достигает критического состояния, состояния неустойчивости, и неизвестно, как пойдет ее дальнейшее развитие. Ну, бифуркация буквально это раздвоение. В биологии это действительно раздвоение, там вот как бы ветвение или разветвление, так можно переводить это слово. И вот слово бифуркация действительно употребляется в современном гуманитарном знании. И я бы, вы знаете, привела даже один конкретный пример. Все знают такого, многие, большинство знают такого современного влиятельного философа, как Жиль Делез. Жиль Делез вдохновлялся идеями Пригожина. И Жиль Делез – это философ материи. Вот мы с вами об этом, может быть, еще немножко дальше поговорим. И у него была работа, написанная совместно с Феликсом Гваттари, которая называлась «Мая 1968 года не было». Он имеет в виду майские события 1968 года. И вы знаете, на самом деле это скандальное утверждение, что не было революции, ну или называйте это как угодно по-другому, но не было событий 1968 года. И объясняя свою позицию, Делез и Гваттари обращаются к Пригожину. Они говорят, да, это была точка бифуркации. Да, это был тот момент, когда открывалась новая возможность. Но эта возможность оказалась неиспользованной французским обществом. И в этом смысле, утверждают они, мая 1968-го не было. Но интересно вот что этой возможности до событий мая не было. То есть события мая создают эту самую возможность, этот самый клиномен. А вот дальше, как он повлияет на общественную жизнь, что произойдет в этой общественной жизни, зависит от многих дополнительных обстоятельств. И вот, чтобы, так сказать, вернуться к нашей основной теме, все-таки наша основная тема – это материя. И вот, да простит меня Алексей, физик, специалист, большой специалист. Даю вам полный карт-бланш. В этой области. Полный карт-бланш, чувствую себя абсолютно смело. Вы знаете, вот турбулентность – это, наверное, и есть проявление материи, проявление ее жизни, ее движения. Поэтому нам так трудно с этим справиться. Вот вы сказали причинность, и об этом говорит Делез. Проблема состоит в том, что мы действительно следуем определенным шаблонам мышления, в том числе представлениям о причинности, о причинных отношениях. Но, возможно, такие явления, как турбулентность или турбулентность в первую очередь, бросают вызов таким представлениям. Мы должны найти, как вы справедливо сказали, какие-то другие инструменты анализа и описания. И это уже будут не причинные отношения, возможно, корреляции.
Корреляции, имея в виду, что все совсем связано, но нам неизвестно, каким образом. Вы правы, мы подходим к определенной границе наших познавательных возможностей, но это очень увлекательно, особенно сегодня, в эпоху больших данных, когда большие данные фактически начинают проявлять эти самые корреляции. И поэтому я думаю, что турбулентность – это очень полезный порог, полезный рубеж в нашем познании, который подводит нас к тому, что исчерпаны возможности рационального объяснения и описания мира. Исчерпана, если угодно, старая Декартова парадигма. Будем откровенны. Но на самом деле, я думаю, что в XIX веке, когда развивалась термодинамика, это уже тоже было в значительной степени понятно. Ведь хотели сохранить тепло для двигателя, для теплового двигателя. А оказалось, что тепло уходит в атмосферу. Оказалось, что оно расходуется. Оказалось, что оно просто улетучивается. И вот оттуда, наверное, идет представление об этих самых, извините за сложное слово, диссипативных структурах, об утрате, о чистой трате. Вот понимаете, человек хочет экономить, использовать и упорядочивать, а материя щедра и даже в чем-то, как вы сказали, своенравна. Она расходует и не всегда по правилам экономии и пользы. Вот это, мне кажется, важные моменты, которые мы должны учитывать. Но сколько времени? Давайте я... То, что я восхищаюсь вашими словами, не значит, что я с вами согласен. Нет, вы не должны со мной соглашаться. Вы знаете, вот мне просто важно было подчеркнуть момент того, что мы действительно стоим на пороге перехода к какому-то новому образу мышления. И поскольку я упомянула Делеза, то в данном случае мне он важен как человек, который в своих размышлениях, а как вы знаете, он читал старые философские тексты, он по-новому, по-другому расставлял в них акценты, имея в виду физикализм мышления. Вот в данном случае я могу перебросить мозг к Спинозе, но связав его с гомеостазом, заметьте. Гомеостаз – это равновесие открытых систем. Открытые, или стремление открытой системы поддерживать свои способности жить, свои способности увеличивать свое благополучие. Не просто жить, а увеличивать свое благополучие. Об этом говорят современные нейробиологи. При коммунизме будет полный гомеостаз. Если мы дождемся этого состояния. Но вы знаете, вот я действительно хочу коротко сказать, просто чтобы дать возможность высказаться Лере. Тут еще одна связка интересная. Современные нейробиологи, которые исследуют работу мозга, и вот этот самый гомеостаз, имея в виду жизнь открытых систем, то есть тех, которые находятся в постоянном взаимодействии с внешней средой, они не могут жить изолированно, они все время обмениваются, условно говоря, информацией с этой средой, а на самом деле просто черпают из нее источники своей жизни, источники питания, там, я не знаю, информацию и так далее, и так далее. И вот современные нейробиологи понимают, что здесь тоже есть определенные связи с философскими представлениями, причем, опять же, материалистическими. И одним из таких философов, который помогает сегодняшним нейробиологам, является Спиноза. Спиноза. И вы знаете, я не буду вдаваться в Спиноза, это было бы неделикатно, но я только одно положение позволю себе воспроизвести. Спиноза – это мыслитель 17 века. Он мыслил тогда, когда еще не было психологии, науки психологии. Некоторые считают, что его философия дала толчок развитию этой науки потом, но это не важно. Я имею в виду его описание страстей, человеческих страстей и так далее. Важно другое. Он высказывает мысль о том, что всякая вещь, в том числе и живая, упорствует в своем существовании. Вот это он называет словом «канатус». И он в некоторых отдельных сочинениях пользуется глаголом perseverare, латинским. Это важное уточнение, потому что у нас переводят «стремиться поддерживать свое существование», но тут важно, что упорствует. Здесь вот этот элемент настойчивости играет существенную роль. Это, говорит Спиноза, и есть действительная сущность вещи, и это продолжается неопределенно долго. Вот так
живет жизнь, если можно так сказать. И вот это определение как раз сегодня очень поддерживается нейробиологами, потому что они считают, что в каком-то смысле вот чувства, вот то, что они называют чувствами, и то, что мы связываем с высокоорганизованными существами, людьми, это тоже в каком-то смысле эффект гомеостаза. Ну вот здесь я, наверное, это загадочная фраза, это можно развивать. Просто важно понимать, что наши мысли, и об этом тоже писал Спиноза, он говорил образы, он говорил идеи, это отражение наших телесных состояний. Мысль материальна. Вот что я хочу подчеркнуть. И турбулентность материальна. И я думаю, что вот как раз мы достигли такого момента, когда физика, биология и другие естественные науки могут наконец-то встретиться с философией на почве материализма. Спасибо. Спасибо большое. Я подумал, что вы закончите фразой, что и мысль наша стала турбулентной, наконец, хаотической, беспорядочной. Ну, это, кстати, тема. Когда вам нужно придумать что-то новое, вам волей-неволей нужно свой мозг сделать немножко турбулентным, потому что иначе вы двигаетесь по старым проторенным дорожкам и не сворачиваете с ним. Это спасибо за это замечание. Да, вы знаете, извините, буквально одна фраза. Про мозг. Это отдельная увлекательнейшая тема. Там очень важно сменить принцип вот как раз нашего описания. Дело в том, что вот память, как показали многие, это не то, что локализовано в каком-то конкретном участке, это система взаимодействий, то есть динамическая модель. Вот турбулентность, динамика – это то, что мы должны акцентировать сегодня. Лер, я хотел бы вам передать слово. И перед этим, может быть, сделать небольшое вступление, перевести наш разговор в область, связанную с искусством. И для меня, Лен, те вопросы, которые вы сейчас озвучивали, эти темы связаны с гипотезой. Я это в виде гипотезы сформулирую. Мое предположение состоит в том, что все упорядоченные вещи стремятся к хаосу, беспорядку, разрушению или распаду. А мера, соответственно, мера хаоса, мера этого разрушения как раз энтропия. И энтропия отличается от других величин, термодинамических величин, которые систему как раз могут описывать и характеризовать, отличается тем, что она выступает не столько параметром этой системы, а служит скорее, имеет другую функцию, является не свойством этой системы, а тем, как мы эту систему воспринимаем, как мы ее рассматриваем, описываем, то есть какой язык как раз используем. То есть энтропия, можем ли мы сказать, что энтропия – это то, как много информации нам об этой системе неизвестно. И для меня, конечно, тема энтропии, возникающая таким образом, связана с важной для истории искусства XX века фигурой американского художника Роберта Смитсона, его текстом «Энтропия. Новые монументы», в котором он обращается к творчеству американских минималистов и тоже высказывает гипотезу, что те процессы в искусстве, которые он наблюдает, процессы в середине XX века, имеют отношение к возникновению новой эстетической парадигмы, переопределяющей то, как мы понимаем скучное, неинтересное, рассеянное. И я воспользуюсь Робертом Смитсоном, Лен, чтобы вам слово передать. Пожалуйста. Да, но я, наверное, поговорю об искусстве немного в другом контексте, потому что вообще для искусства тоже важно понятие нестабильности, системной сложности, турбулентности. Они, конечно, я имею в виду художники, могут воспринимать это как раз метафорически, но в том числе и работая с материей. Но мне тоже было бы интересно, наверное, поговорить об этом и в политическом аспекте, то есть как художники работают с сложностью, с хаосом или наоборот с попыткой привести этот хаос
какими-то непонятными путями к порядку через политику, через политические аспекты. Но начну, наверное, издалека. Вообще турбулентность и вихревые потоки изображались очень, в общем, с давних времен. Вот вы видите работу, зарисовку такую, да, набросок Леонардо да Винчи. Он зарисовывал водоворотные пузырьки и штормовое небо. Наверняка каждый из вас видел работы Ивана Айвазовского, который тоже работает, да, со штормом, или самую там знаменитую работу Хокусая «Большая волна». Но это не только какие-то крупные масштабные явления, поражающие наше воображение, но это еще, например, какие-нибудь спирали чайных листьев в кружке, которые зачаровывали азиатских художников, которые тоже пытались вот это несхватываемое передать. Искусство, как и наука, с самого начала своего существования пыталась работать с вот этим несхватываемым, пыталась запечатлеть и как-то попытаться помочь прочувствовать феномены, которые ускользают от нашего непосредственного восприятия. Но, наверное, такой серьезный перелом произошел в 50-е годы во время изобретения системного подхода, собственно. И художники уже в 1960-е и 70-е годы, как и ученые, по выражению Пригожина и Стенгерс, которые упоминала Елена, они уже ни те, ни другие, ни художники, ни ученые не могли игнорировать то, что биосфера представляет собой сферу постоянных флуктуаций материи, где буквально все влияет на все. И вот это само понимание того, что все влияет на все, конечно, чрезвычайно захватывало художников. В 60-е годы появляется кинетическое искусство, ленд-арт, вот Роберт Смитсон, например, о котором упомянул Алексей. И вот можно следующую картинку. Окей. Да. Например, такой художник, как Лен Лай, это его работа, которая называется Wind Wand, то есть ветряная палочка. Вот. Это такой длинный металлический пруд, штырь, который раскачивается на ветру, и, соответственно, с ним могут взаимодействовать и зрители, участники происходящего. Следующий — это Ханс Хааке. Вот. Ханс Хааке тоже, как вы понимаете, Ханс Хааке, начальник институциональной критики, он работал в том числе с такими вот флуктуациями и разными колебаниями материи, как внутри институции, так и за ее пределами. Но, например, это работы Weather Systems, погодные системы, или, например, такая работа, как записывание климата внутри художественной выставки. И вот то, что вы видите, это такое натянутое полотно в пространстве галереи, и на него дуют с разных сторон потоки воздуха, разной температуры, разного напора. Вот, и получается такая колышащаяся материя. Следующий — это Дэвид Медалла, например, который до сих пор делает и знаменит очень своими облачными каньонами. Вот как раз вы видите один из таких облачных каньонов, позднюю версию, и скульптурами изо льда, которые тают в пространстве самой выставки. И последний из ряда этих художников — это Уолтер де Мария, например, и тоже очень известная его работа, которая называется «Поле молний». Это 400 громоотводов, которые располагаются в Техасской, по-моему, пустыне на равном расстоянии друг от друга. Соответственно, можно увидеть, как в них попадает молния. Да, и это все говорит о вот этой вот как бы несхватываемых природных феноменах, каком-то бурлении, которые художники пытаются передать с помощью разного рода инсталляций. Но что было тоже очень важно для этих художников? Вспомним, в какое политическое время это происходит. Это конец 60-х годов. В Америке это, например, убийство Мартина Лютера Кинга, это студенческие волнения, протесты, война во Вьетнаме. И Ханс Хааке, например, да, он, конечно же, очень был возмущен войной во Вьетнаме, много об этом писал. Дэвид Медалла, например, даже от своей галереи, где он был менеджером, он выпускал новостной бюллетень, где тоже осуждал войну во Вьетнаме. И помимо этого он выпускал там и статьи, например,
физика Вернера Хайзенберга о неопределенности. То есть все эти вещи были для художников непосредственно связаны друг с другом. И для таких художников, как Медалла, Уолтер де Мария, Ханс Хааке, вот эта нестабильность материи, то есть потоки воздуха, пенообразование, ветер, перенесенные в пространство галереи или музея, или вынесенные за ее пределы, представляли собой новый политический образ вот этой потрясающей нестабильности, которая подрывает ригидность и опостылевшую статику существующих институций. То есть не зря, конечно, Ханс Хааке был таким важным институциональным критиком. Но, да, то есть это вот такое, как бы для меня, я понимаю этот период художников как вот таких вот борцов за турбулентность, борцов за хаос, скажем так, чтобы он вывелся из состояния нестабильности. Но сегодня, конечно, посреди общего такого политического и социального хаоса ощущение стабильности, оно скорее маргинально, оно, конечно, существует на некоторых уровнях, ощущение такого стасиса. Но для художников тоже важно становится просто попытаться прочувствовать вот эту вот несхватываемую сложность. Вот следующая работа — это работа художника, которого зовут Марис Бенаюн. И это большая интерактивная инсталляция, называется она «Ветры эмоций», «Emotional Winds», где пересекаются, собственно, в режиме реального времени потоки эмоций, а это собранные данные из Твиттера, из других социальных сетей, собственно, где люди что-то пишут, и нейросеть обрабатывает как бы эмоции, которые они в этот момент транслируют. Все это накладывается на финансовые потоки, то есть на ликвидность на фондовых биржах, и, соответственно, на ветер одновременно, то есть на воздушные массы. И вы как бы становитесь, там еще такой глобус был, вы становитесь некоторым манипулятором этих больших данных, когда, собственно, прикасаетесь к этому глобусу. Вы можете увеличить расширение, да, или уменьшить. Марис Бенаюн этим самым высказывает некоторую такую свойственную для художников, и в частности для художников, которые занимаются сайенс-артом, некоторый такой трепет и тремор перед этой сложностью несхватываемой. С одной стороны, попытку навигации в ней через вот эту сложную визуализацию, но с другой стороны, как бы отказ от действия. И в этом смысле, например, известная работа Хита Штейрли интересна. Она тоже работа, которая называется Liquidity Incorporated, где она тоже таким фантазийным образом переплетает ММА, финансовые потоки, какие-то погодные сводки, рынок труда, услуг, но, в общем, делает это довольно с таким прищуром некоторым. В какой-то момент там возникает фигура человека, комментирующего погоду, то есть, как это сказать, ведущего прогноза погоды в смешной майке, и появляется надпись о том, что ваши эмоции влияют на погоду. Дескать, контролируйте свои эмоции, тогда сможете влиять на погоду. То есть она, конечно, Хита Штейрли вообще очень скептически относится к большим данным и к вообще представлению о том, что те, кто контролирует эти большие данные, владеют всем миром. У нее есть такой известный текст, называется «Апофения», о нейросетях, точнее о дронах, которые делают фотографии неба в огромном количестве, пытаясь там найти какой-нибудь вражеский самолет. Потом эти сотни тысяч фотографий обрабатываются нейросетью, и нейросеть пытается в этих фотографиях, которые на 99% состоят просто из шума, они пытаются там что-то вычленить. Да? Нейросеть как бы пытается найти там абрис вражеского корабля. Но натренированная фотографиями кошечек и собачек, эта нейросеть находит там диковинные фрукты, собачек или что-то такое. То есть вот Хита Штейрли, конечно, она относится скептически к большим данным, как вот этому, как какой-то вещи, которая может организоваться и самоорганизоваться во что-то осмысленное. Да. И дальше я хотела, наверное, поговорить уже о таком
о заинтересованности художников не столько в хаосе, не столько вот в турбулентности, а, как Алексей говорил, в непредсказуемых процессах вот этого упорядочивания. У Стенгерс и Пригожина есть образ, когда в сверхнасыщенный раствор, максимально такой неопределенный, попадает крупица аттрактора, и начинается процесс кристаллизации этого раствора. И вот интересно, что как бы художники тоже размышляют об этих процессах кристаллизации, и что же сегодня может быть вообще вот этим насыщенным раствором, если надстраиваться над Хита Штерль, да, ее теорией. Этим насыщенным раствором, например, в инфополе являются реальные и воображаемые акторы, факты, вымыслы, фейк-ньюс, различные фиды соцсетей, в общем, все на свете. И художники тоже работают, конечно, с этим фейком, с этим как бы информационным хаосом и с аттракторами. Довольно интересно. Например, вот если следующая картинка, ну такие две соприкасающиеся группа художников и художник — это агентство сингулярных исследований, Кирилл Савченков, которые придумывают некоторую институцию, работающую с всепоглощающим информационным хаосом. Делают они это с помощью такого аттрактора специального, через некоторое допущение. Вот, например, вот эта фотография сделана с выставки агентства сингулярных исследований «Парк Дистопия», где единственное допущение, организующее вот в эту спиральную структуру информацию, является данные о том, что якобы рядом с Москвой когда-то упал метеорит. И людей в бессознательном состоянии ночью перевезли в какой-то другой конструкт, в другую Москву, где все является просто фасадом. У Кирилла Савченкова, соответственно, в его проектах как Horizon Community Workshop и Office of Sensitive Activities таким организующим материалом является представление о том, что о существовании Йети как чего-то существующего на границе нашего окулярного восприятия. И это метафора вненаходимости для него. И вокруг вот этого представления о вненаходимости Йети организуется тоже очень сложная система информационных каких-то категорий, данных, практик и даже сообщества. Но и сами эти художники являются вот этими как бы инструментами организации, сложной организации этой бушующей турбулентных потоков информации, одновременно, что тоже важно, сохраняя по отношению к этому критическую дистанцию. Потому что и те, и другой используют в формальном своем языке, например, такие корпоративные логотипы, вообще корпоративную эстетику, показывая, что сегодня такими агентами упорядочивания хаоса становятся крупнейшие компании, которые вот этот массив данных, информации организуют нужным для них образом. Ну и говоря об упорядочивании, наверное, последнее, о чем я сегодня хотела поговорить, это связанное с... Вот мне просто кажется, что сегодня художники в эти вот такие сложные времена все больше и больше работают с попытками действительно приведения этого хаоса и раздрая к какой-то форме порядка. И это связано во многом, как мне кажется, с проникновением в современное искусство феминистской теории, постколониальной теории, экософии, озабоченностью вопросами окружающей среды и среды вообще. И таким, наверное, ключевым или спектакулярным, что ли, воплощением этого для меня является работы Урсулы Биман. Это вот следующий, да, спасибо. Это швейцарская художница, и практически все ее героини — это женщины-ученые, которые работают уже на руинах времени. То есть в условиях растаявших льдов или какого-то такого тропического леса, обезлюдевшего. И в работе, например, которая называется здесь, кадр из этой работы, работа называется «21%». И я вам ее немного перескажу. Вначале возникает такой видеопоток, схожий с научно-популярными фильмами о происхождении Земли. И там такой приятный мужской голос рассказывает о зарождении химии
атмосферы, о том, как растительный покров Земли и леса стали вырабатывать кислород, и общее количество кислорода на Земле достигло 21%. И 21% — это ровно тот порог, после которого начинается вот это спонтанное зарождение жизни и сознания. Именно сознанием. Вот. В следующем кадре перформерка, ее зовут Мо Динер, она в таком технологическом, фантазийном, странноватом костюме нарезает разные фрукты, овощи, смешивает жидкости, в общем, производит такие алхимические действия на кухонном столе. Это, конечно, очень сильно напоминает работу Марты Рослер, «Семиотика кухни». Только у Марты Рослер такими решительными движениями художницы превращает кухонные принадлежности в орудие феминистской критики. А Мо Динер здесь из вот этого хаотичного набора самых разных элементов. Там, кстати, вы видите, может быть, на самом столе тоже написаны разные формулы. Это как раз структурные элементы вот этого химии атмосферы, из которых образовалась жизнь. И она вот из этих вот странных новых разобранных элементов пытается с помощью разных экспериментов понять, как производится новая жизнь, как производится некоторая иная реальность. И вот мне кажется, что сегодня, да, есть вот эти разные типы работы художников с хаосом и с порядком. Конечно, если мы вспомним художников-авангардистов, дадаистов, акционистов, да, это привнесение некоторого хаоса в систему, политического хаоса. Ну или Ханс Хааки, например, да, с его вот этими флуктуациями, разными мигрирующими структурами внутри статичной институции. Но также есть и тенденция к порядку, к некоторому ритуальному упорядочиванию и спокойствию. Если вы пройдете, кстати, по выставке, тоже увидите, что очень много работ, вот «Сад камней», по-моему, в том числе, еще несколько галерей. Там довольно много работ, которые фокусируются на порядке, на некотором упорядочивании вот этого хаоса очень разными новыми способами. Ну и, конечно же, как мне кажется, Урсула Биман показывает, что вот этим аттрактором, который производит кристаллизацию насыщенного хаотичного раствора, сегодня становится в том числе сам художник. С помощью такого творческого переосмысления этой разобранной хаотичной действительности. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, вы не возражаете? Может быть, мы спросим наших дорогих слушателей, есть ли у них вопросы? Друзья? Если нет, Алексей, могу ли я тогда поинтересоваться? Вы обронили фразу, что не согласны с какими-то соображениями, которые Елена высказывала. Можно попросить поделиться, с чем я не именно согласен вы там в какой-то не согласен в какой-то ерунде, которую не стоит, наверное, даже перечислять, а согласен зато. Согласен в главном. Значит, что несомненно верно, по-видимому, универсально верно, это то, что при протекании энергии через систему в ней образуются структуры. В нашей северной стране каждый, кто зимой в ветреный день выходит за город, видит, что снег уложен такими вот чешуечками. Ведь ветер просто дует вдоль поверхности. Он не нарезает их таким образом, он дует ровно. Но они ложатся такими вот, как это сказать, есть какие-то названия специальные для этого. Когда это те самые паттерны, которые возникают, когда через систему протекает энергия. Да, есть прекрасные модели, которые говорят, что это системы близких к критичности. Это очень важно. Система близкой критичности означает, что далекие точки каким-то образом чувствуют друг друга, что есть корреляции между далеко удаленными вещами. Так вот, системы близкие к критичности способны к производству структур. И это, знаете,
констатация экспериментов, в том числе численных, и некоторые потрясающе красивые, они, несомненно, имеют отношение к реальному миру, но мы вынуждены просто разводить руками и говорить, да, вот такое есть. Мы не знаем, оно проявляет себя опять в самых разных местах, мы не понимаем его глубже. Но оно, несомненно, окружает нас, и, может быть, и это является причиной, глубинным механизмом, благодаря которому развились сложные структуры. Ну, самые лучшие и самые сложные структуры – это, конечно, мы сами. Поэтому нам интересно, каким образом этот процесс был запущен. Не исключено, что вот таким вот образом, повторюсь, важно протекание энергии. Тема, которую мы сегодня обсуждали, гораздо проще, чем возникновение жизни, но даже турбулентность, но даже она безумно сложная. И мы видели там, что протекающая энергия формирует на разных масштабах, вот что очень важно, формирует вроде бы хаотически, на самом деле, коррелированные структуры, которые дробятся и иногда останавливаются и некоторое время поддерживают сами себя, как было вот на тех дорожках фон Кармана. Вот. По-моему, даже мы установили хоть элемент согласия. Да, макроскопически организованное движение. Это ну вот оно движение, которое вроде бы черт знает что делает, а с другой стороны посмотришь и скажешь, ну нет, ну как же, вот это сюда крутится, здесь ничего не крутится, а здесь сюда крутится. Ясно, что оно как-то организовано. А поди опиши, почему здесь именно так, здесь никак, а здесь именно вот так. Вот оно само про себя все знает. Повторюсь, нужна энергия и, внимание, различные масштабы. Если переносить это на ваше любимое общество и политику, то это значит, что есть, во-первых, понятно, что такое дальние корреляции. Это когда каким-то образом есть осведомленность и ощущение того, что происходит широко и далеко. А с другой стороны, это организация разномасштабная. От того, что вот мы здесь собрались вчетвером, до каких-то более крупных. Да, и вы знаете, опять же, я не физик, но есть такое понятие… А я совершенно не политик. Коллективное сопротивление. Да. Это звучит политически, да, но это заимствовано у физиков. Да, это переход технический от термин. Молекулярного к коллективному сопротивлению. Но я хочу, чтобы мы здесь присутствующие услышали в этом политический оттенок. Лен, я как раз хотел у вас спросить, можем ли мы такие понятия, как хаос, упорядоченность, беспорядок спроецировать на сообщество. И я вспоминаю одно из ваших рассуждений, касающееся природы существования сообществ до момента их определения, схватывания какой-то однозначной идентичностью. Что люди встретились, их что-то объединяет в тот момент, когда событие происходит. И, соответственно, после этого события, когда возникает некоторая сила, пытающаяся это сообщество описать, каким-то образом понятийно или с точки зрения идентичности ограничить, сообщество как организм, как раз как динамическая система перестает существовать. Вы знаете, это колоссальная тема. Я даже просто со страхом выслушала ваш вопрос, тем более, что за нами, наверное, должны последовать другие выступающие, другая дискуссия. Я коротко скажу. Понимаете, есть разные теории общества и сообщества. И вот я бы сказала, что интересны те, в которых преобладает вот этот самый физикалистский момент, который акцентирует момент связи людей до того, как эта связь наполняется содержанием или какими-то объективациями. Вот мы знаем одного, по крайней мере, представителя такого рода теории, Жан-Люка Нанси, который как раз борется со стагнацией, с порядком в плохом смысле этого слова, со статикой, когда вот такая открытая система, условно говоря, наделяется единой сущностью, например, в лице государства или какого-то лидера или партии, неважно чего. И в результате она становится замкнутой. Это вот на языке социальной теории, грубо говоря, переход открытой системы в замкнутое состояние. Вот это мы наблюдаем часто.
боюсь, наблюдаем сейчас у нас. И это, конечно, очень опасная тенденция, что возвращает нас к тому, что говорила Лера. Потому что не всякий хаос плох. Вот что я хочу сказать. У Леры получалось так, что мы должны хаос преобразовать в порядок, но просто мы должны понимать, что есть не то, что разные градации хаоса, так нельзя сказать, но просто само понятие хаоса достаточно размытое, тут я соглашусь с Алексеем, может быть истолковано позитивно. А я тоже слышу Леру так, что хаосом нужно вообще, среди прочего, уметь и пользоваться, и его обратить на хорошее, доброе дело. Да, да, что Да, я говорила о том, что художник как раз занимается тем и другим в зависимости от уровней вот этих, может быть, системных стагнаций, которые они чувствуют. Класс. Друзья, есть ли вопросы, может быть, на всякий случай? Но мне кажется, мы действительно должны закончить нашу беседу. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за разговор. Спасибо. Это было классно. Хорошего дня. Чао.